Сегодня речь пойдет о железнодорожной линии Рига-Валга, которая является частью от большой ветки Рига-Псков. Строительство началось в 1886 году, а 22 июля 1889 года на линии было открыто регулярное движение. Расстояние от станции Псков до Риги составляло 306 километров. Составной частью линии также считалось ответвление Валка-Тарту. После перехода частных линий общества Балтийской железной дороги в ведение государства в 1893 году на их основе была организована Балтийская железная дорога, куда вошла и линия Псков-Рига. В 1907 году с присоединением к Балтийской еще и Петербурга-Варшавской железной дороге образованы северо-западные железные дороги, эксплуатировавшие линию Псков-Рига до 1918 года, когда линию захватила немецкая армия. Немцы перешили участок Рига-Эрики на европейскую колею. В 1919 году Главное управление железных дорог постепенно перенимало контроль над линией и возвращало на место российскую колею. Участок Рига-Стренчи был перешит на 1435 мм в 1920 году и через год снова на 1524 мм. После установления государственной границы станция широкой колеи Валка, теперь Валга, оказалась на территории Эстонии, и ближайшая латвийская станция Саула находилась в 14 километрах от нее. Чтобы позволить поездам останавливаться в Валке и упростить процедуру пересечения границы, от основной линии были сделаны ширококолейные ответвления к узкоколейной станции Валка. В связи с обязательным посещением поездами этой станции путь в Эстонию удлинился на 2 километра. В годы Второй мировой войны немцы использовали линию для снабжения войск на Ленинградском фронте. По воспоминаниям Яниса Стакле, долгие годы бывшего директором по эксплуатации главуправления железных дорог, движение на линии достигало 36 пар поездов в сутки, в теоретическом максимуме 32. Nākamā pietura – Рīga. Рига. Строительство вокзала началось в 1858 году, после того, как был утвержден проект первой железной дороги Рига-Динабург. Железнодорожная станция была официально открыта 25 сентября 1861 года. Поезда отправлялись на Динабург и далее на Санкт-Петербург и Варшаву. Сам вокзал представлял собой небольшое двухэтажное здание, куда перпендикулярно фасаду подходили линии путей. Поначалу там было всего 2 крытых перрона и 4 пути. В 1885 году небольшое двухэтажное здание было перестроено и расширено. К зданию вокзала были пристроены 2 трехэтажных крыла. В 1889 году на привокзальной площади завершено строительство православной часовни Александра Невского. Следующее расширение было в 1892 году в связи с началом движения по недавно построенной железнодорожной линии Рига-Псков, о которой сегодня будет идти речь. Центральный вокзал Риги имеет очень большую историю, и растягивать ее на все видео про станции на линии Рига-Валга не имеет смысла. Кто хочет почитать подробнее, я прикреплю ссылку в описании видео. Nākamā pietura – Zemitāni.
Земетаны – узловая железнодорожная станция в Риге у стыка микрорайонов Порциемс, Тейка и Гризинкаунс. Расположена на электрифицированной линии Земетаны-Скулте и линии Рига-Валга. С 1948 по 1995 год станция носила название Ошкалны в честь партизана Ошкалнса. До 1928 года носила название Александровские ворота, а в 1942-1945 годах Рига воздушный мост, на немецком Рига Хохебрюкке. Свое нынешнее название станция получила в 1928 году в честь офицера Йоргиса Земетанса. Имеет 5 электрифицированных путей, из которых используются только 3. В советское время при начале электрификации участка Рига-Сигулда планировалось, что все 5 путей электрифицированных будут использованы в движении. Поезда до Скулта и Сигулда будут курсировать более часто, а дизель-поезда будут следовать в сторону Валги и Руены. Также планировалось пустить электропоезда из Скулта и Сигулды в сторону Айскраукла по перегону Земетана-Шкиротова. На станции производится сортировка и отстой грузовых поездов. Имеется несколько подъездных путей к товарным перевалочным базам. Nākamā pietura – Čiekurkalns. Чьекуркаунс. Первоначальное название станции было Рига-сортировочная. Здесь прибывавшие со стороны Пскова товарные поезда переформировывали для дальнейшей передачи на железной дороге. Пассажирские поезда тут не останавливались. В начале 20 века станция называлась Рига-Балтийская, а в 1911 году ей дали название «Царский лес» – Кайзервальд. Под этим названием она уже появляется в расписании пассажирских поездов 1918 года. В 1919 году станция Чекуркаунс называлась Круза-Смуйжа, а с 1929 переименованная в нынешнее название. С постройки станции на ней находилось паровозное депо, которое в 1956 году объединилось со Шкиротавским депо и преоборудовалось в мастерскую по ремонту железнодорожных кранов. На сегодняшний день на станции останавливаются поезда Рига-Сигулда, Рига-Валмера и Рига-Валга. Nākamā pietura – Šmerlis. Сейчас я нахожусь на перегоне между станциями Чекуркаунс и Югла, где строится новый остановочный пункт Шмерлис. Остановка будет находиться в районе Тейка и будет иметь удобный выход к торговому центру Акрополе Алфа. По прогнозам, остановочный пункт должен был открыт уже в начале 2024 года, но дата уже перенеслась. Первоначальное название остановки должно было быть Альфа. По плану на остановке Шмерлис будут останавливаться поезда маршрутом Рига-Сигулда.
Nākamā pietura Jugla. Югла – железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Станция была открыта в 1900 году как разъезд Егель. Переименована в Юглу в 1919 году. Находится на территории одноименного района Риги. Участок Земетана-Югла с начала 1990-х годов был электрифицирован постоянным током, но электропоезда и электровозы здесь не курсировали. Сейчас электросети здесь больше нет. На станции останавливаются поезда маршрута Рига-Сигулда, Рига-Валмера и Рига-Валга. Станция Балтазерс была открыта в 1904 году. На картах Первой мировой войны Балтазерс наименовалась как Вайзензий, Эзенбург и Нойермюллен. С 1919 года станция получила нынешнее название Балтазерс, а с времен СССР станция стала остановочным пунктом. На данный момент в связи с закрытием станции с малым пассажиропотоком в 2019 году Балтазерс больше не используется. Nākamā pietura Garkalne. Гаркална. До 2011 года Ропажа. Железнодорожная станция на линии Рига-Валга в городе Гаркална. По истории станция Роденпойс открыта в 1889 году вместе с открытием линии. Во время Первой мировой войны были проложены узкоколейки в сторону Аллажи и Закинуижи, а также линия 600 мм в город Адажи. Для обслуживания узкоколеек на станции было построено депо. С 1919 года станция называлась Ропажи, а в январе 2011 года министр сообщения отдал распоряжение переименовать станцию в Гаркалне. В 1980 по 1995 годы станция была частью проекта электрификации участка Рига-Сигулда. Электрифицировать участок успели именно до этой станции. В 1990-х годах контактную сеть демонтировали до станции Югла. Далее, в целях удешевления проекта, проводились испытания аккумуляторного электропоезда R2A6, который далее до Сигулда следовал на автономном ходу. По сей день можно увидеть опоры контактной сети до станции Гаркалне. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Сигулда, Рига-Валмера и Рига-Валга. Nākamā pietura Krievupe. Кревупе. Железнодорожная станция на линии Рига-Валга.
в лесах Ропожского края. Станция или же разъезд была открыта в годы Второй мировой войны. В 1959 году от станции провели 3-километровый путь до Ванговского завода железобетонных конструкций. На данный момент на станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Сигулда и Рига-Valmiera. Nākamā pietura - Vangaži. Вангажи – железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Находится в 3 километрах к юго-востоку от города Вангажи. Первые сведения о станции Штоке появляются на картах Первой мировой войны. В 1919 году она называлась Стоки, а в 1927 году переименована в Вангажи. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Сигулда, Рига-Valmiera и Рига-Валга. Nākamā pietura - Inčukalns. Инчукалнс – железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Станция открыта в 1889 году вместе с открытием линии. Находится в городе Инчукалнс. Первое название станции было Хинценберг. В 1919 году переименовано в Инчукалнс. В 1932 году тут построили роскошный вокзал, который не сохранился до наших дней. А в 1933 году тут построили узкоколейку в сторону Аллажи для подвоза лесоматериалов. В Инчукалнсе находится подземное хранилище газа, и станцию использовали для подвоза стройматериалов строительства этого хранилища. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Сигулда, Рига-Valmiera и Рига-Валга. Nākamā pietura - Egļupe.
Остановочный пункт Эглюпе находится на линии Рига-Валга. Был открыт в 1981 году для поселка Эглюпе. Интересный факт того, что железная дорога разделяет поселок Эглюпе на две части, и между ними нет автомобильного соединения. На остановке останавливаются поезда маршрутов Рига-Сигулда, Рига-Валмера и Рига-Валга. Силсьемс. Остановочный пункт на линии Рига-Валга. Находится в лесах Сигулдского края. Открыт в 1926 году. На данный момент, в связи с закрытием станции с малым пассажиропотоком в 2019 году, Силсьемс больше не используется. Nākamā pietura - Sigulda. Сигулда – железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Находится в городе Сигулда. Станция Зегевольд открыта в 1889 году вместе с открытием линии. С 1919 года называется Сигулда. В 1926 году по проекту архитектора Федерса здесь построили один из самых красивых вокзалов Латвии, который был разрушен во время Второй мировой войны. В 1951 году было построено новое здание, которое стоит до сих пор. В 2012 году станция была реконструирована, как и ее перроны. Станция объединена с Сигулдским автовокзалом. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Валмера, Рига-Валга, а также станция является конечной для поездов Рига-Сигулда.
Конечный пункт Вилдога был открыт на линии Рига-Валга в 1934 году между станциями Сигулда и Лигатне. Остановка пропала с карт и больше не используется с 1948 года. Nākamā pietura - Līgatne. Лигатне – железнодорожная станция на линии Рига-Валга, находится в городе Аукшлигатне. Станция Лигат появилась при строительстве железной дороги в 1889 году. В годы Первой мировой войны для обслуживания Даугавского фронта российская армия проложила от этой станции через Нитауре, Мадлену и Ледмане временно полевую железную дорогу на конной тяге с ветками на Скривере и Кокнесе. Станция Лигат название сохранила и в 1919 году, а в 1927 году стала называться Лигатне. Во время Второй мировой войны от станции проложили узкоколейку шириной 600 мм к бумажной фабрике, которую ликвидировали в 1991-1994 годах. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Валмера и Рига-Валга. Nākamā pietura - Ieriķi. Иерики – железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Станция Рамотская здесь построена в 1889 году вместе с открытием линии. Значение станции заметно возросло, когда в 1916 году проложили новую ветку до Гулбана. В 1918 году эта станция стала стыковой для железнодорожных участков с разной шириной колеи. А в 1919 году станция получила название Иерики. Неизвестно, в какую из двух мировых войн, но тут было построено паровозное депо. После его закрытия в 1953 году на его месте была возведена стратегическая база запаса паровозов. Последний паровоз покинул базу в 2002 году. Сейчас его можно увидеть в киногородке Синавилла, около Тукумса. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Валмера и Рига-Валга. Nākamā pietura - Melturi. Pieturā Melturi
Izkāpšana tikai no pirmā vagona. Мелтори – остановочный пункт на линии Рига-Валга и бывшей линии Ерики-Гулбена-Пыталова. Однако в качестве самостоятельного остановочного пункта Билла в 1941 году. В 1942 году его назвали Мелтори по имени старинного Мелтурского края. В 1945 году разъезд закрыли. В расписание разъезд вернулся в 1985 году под названием «Пост 78-го километра». А после восстановления независимости Латвии снова был назван Мелтори. На остановке останавливаются поезда маршрута Рига-Валмиера. Nākamā pietura Āraiši. Арайши – железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Поезда останавливаются тут с 1897 года. В 1930 году построен новый вокзал, взорванный, как и другие во время Второй мировой войны. Станция называлась Арайжи, и в 1934 году название поменяли на Арайши. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Валмиера и Рига-Валга. Nākamā pietura Cēsis. Цесис – железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Находится в городе Цесис. Станция открыта в 1889 году вместе с открытием линии. До 1919 года носила название Венден. Прежний вокзал разрушен в 1944 году в ходе военных действий. Новый вокзал был построен в 1946 году. Такое же здание станции находится на станции Огра. На станции Цесис останавливаются поезда маршрутов Рига-Валмиера и Рига-Валга.
Nākamā pietura Jāņa mūža. Pieturā Jāņa mūža izkāpšana tikai no pirmajiem 2 vagoniem. Яня Муйжа. Путевой пост на линии Рига-Валга. Разъезд Бушлея открыт здесь в 1941 году. В 1942 году переименован в Прецене по истинному имени Прекульской волости. В 1945 году разъезд закрыт. В расписание движения пассажирских поездов вновь включен под названием «Разъезд 98-го километра». После восстановления независимости Латвии называется Яня Муйжа. В 1976 году на разъезде случилась авария. Грузовой поезд под локомотивом Т-3 въехал в защитный тупик остановки, который находится прямо в перроне. Разъезд работает как переход с двухпутного участка Цесис-Яня Муйжа на однопутный. Здесь останавливаются поезда маршрутов Рига-Валмиера и Рига-Валга. Nākamā pietura Lode. Лоде. Железнодорожная станция на линии Рига-Валга, открытая в 1889 году вместе с открытием линии. Первоначально как разъезд. В 1920 году станция называлась Лепа по названию поселка рядом. В 1946 году построено новое временное здание, которое позже заменила постоянная постройка. Около 1960 года от станции проложена ветка к вновь построенному заводу дренажных труб. Недалеко от станции находится завод кирпичей Лоде, который взял название именно от станции. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Валмиера и Рига-Валга. Nākamā pietura Bāle. Бале. Железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Первые сведения о станции тут находятся во время Первой мировой войны. В документах 1919-1922 годов станция Бала упоминается. Позднее нет. В 1929 году здесь вновь открылся остановочный пункт для пассажиров. По сути, станция Бала является разъездом. В 1980-х годах существовало маленькое ответвление в сторону Риги, скорее всего в военных целях. На данный момент, в связи с закрытием станции с малым пассажиропотоком, в 2019 году станция Бала больше не используется.
Nākamā pietura - Valmiera. Валмиера. Железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Находится в городе Валмиера. Станция под названием Вольмар появилась в 1889 году при строительстве линии. В 1912 году, благодаря появлению узкоколейных веток Айнежи-Валмиера и Валмиера-Смилтона, станция стала узловой. С 1919 года носит название Валмиера. Первый вокзал сожжен в 1941 году при отступлении советских войск. В годы Второй мировой войны станции широкой и узкой колеи объединили. На станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Валмиера и Рига-Валга. Бренгуле. Железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Сведения об этой станции находятся в 1918 году, когда в расписаниях упоминалось как название Ной Врангеншоф, как и Яун Бренгуле. В 1919-22 годах станция вновь называлась Бренгуле, после чего закрыта. Остановка пассажирских поездов тут вновь открыта в 1925 году. На данный момент, в связи с закрытием станции с малым пассажиропотоком, в 2019 году станция Бренгуле больше не используется. Nākamā pietura - Strenči. Стренчи. Железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Станция открыта в 1889 году вместе с открытием линии. Ее первоначальное название – Стакельн. С 1919 года станция называется Стренчи, по городу, в котором она находится. Во второй половине 50-х годов в связи со строительством торфозавода Седа от станции проложили ветку до торфохранилища. Ветка не сохранилась. На станции останавливаются поезда маршрута Рига-Валга. Nākamā pietura - Sega.
Седа. Остановочный пункт на линии Рига-Валга. Остановка открыта для жителей поселка Торфозавода в 1972 году. Добавлю, что станция с похожим названием Седе указана в перечне станций железных дорог с 1919 и 1920-х годах. Однако она находилась в километре дальше от Стренча, чем остановка Седа. До Второй мировой войны отсюда шло ответвление в сторону Гауи с неизвестным назначением. На данный момент, в связи с закрытием станции с малым пассажиропотоком, в 2019 году остановка Седа больше не используется. Nākamā pietura - Saule. Сауле. Железнодорожная станция на линии Рига-Валга. Разъезд Саулек открыт здесь в 1900 году. С 1919 года станция на латышском носит имя Солнце – Сауле. Напротив нового вокзала станции сохранился ее старый вокзал, как и маленький поселок Сауле, который окружает станцию. На данный момент, в связи с закрытием станции с малым пассажиропотоком, в 2019 году станция Сауле больше не используется. Nākamā pietura - Lugaži. Лугажи. Железнодорожная станция в Латвии на линии Рига-Валга. Станция построена в 1942 году как сортировочная станция для переформирования военных эшелонов под названием Вальк-Форбанхоф. На ней было аж 12 путей. На отдельных картах Второй мировой войны станция называлась Луде. С 1992 года это пограничная станция латвийского государства и последняя остановка линии Рига-Валга на территории Латвии. После вхождения Эстонии и Латвии в Шенгенскую зону таможенный контроль на станции снова был отменен. С 1994 по 1997 год и с 2001 года по 25 апреля 2008 года Лугажи была конечной станцией поездов. В настоящее время вечерний дизель-поезд Рига-Валга, который возвращается рано утром, ночью отправляется обратно в Лугажи для ночной стоянки. Раньше было сообщение от станции Лугажи до станции Валка. Сейчас железная дорога на Валку существует только со стороны станции Валга, Эстонии. В связи с объявлением чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса с 17 марта по 15 мая 2020 года дизельные поезда по маршруту Рига-Валга курсировали до Лугажи. На сегодняшний день на станции останавливаются поезда маршрута Рига-Валга. Nākamā pietura - Gala stacija Valga. Валга. Железнодорожная станция в городе Валга на юге Эстонии, на стыке линий Тарту-Валга, Рига-Валга и Валга-Койдула. Станция открыта в 1889 году в составе Псковско-Рижской железной дороги. Проект станционных зданий выполнил архитектор Гимпель, который также руководил строительными работами. Движение по железной дороге по постоянной схеме началось 22 июля 1889 года. Станция Валга была значительным транспортным узлом Псково-Рижской железной дороги. На ее территории работали ремонтные мастерские
мастерские и основное депо. В 1944 году здание вокзала разрушено, а существующее было построено в 1949 году. Пассажирские поезда, курсирующие по железнодорожной линии Тарту-Валга и железнодорожной линии Валга-Рига, останавливаются в Валге. Валга является конечной станцией для дизель-поездов, следующих из Таллина, Тарту и Риги. График движения дизель-поездов и диспетчеризация движения по станции формируется таким образом, чтобы у пассажиров части рейсов была возможность совершить кросс-платформенную пересадку с эстонских Штадлер-Флёрт на латвийские Деродина и обратно. До 1998 года в Валге останавливался экспресс «Балтия» международного поезда ВАЗ «Латвиес Дзельстельш» по маршруту Рига-Санкт-Петербург. С 1998 года маршрут изменен на объезд, и поезд курсирует через станции Даугавпилс и Резекне-1. В 2001 году из-за малого пассажиропотока и плохого состояния железнодорожной линии Валга-Койдула региональный пассажирский маршрут Валга-Вески был закрыт. На сегодняшний день на станции останавливаются поезда маршрутов Рига-Валга, Валга-Тарту и Валга-Таллин. Железнодорожная станция Валки находится в конце улицы Порука в Латвии, рядом с железнодорожными путями, которые сегодня не используются. Здание вокзала можно осмотреть только снаружи. Есть информационные щиты о важности железной дороги в Валке. Рядом со зданием вокзала установлен мемориальный камень в память о депортированных. Здание вокзала построено примерно в 1896-97 году. Изначально здесь были проложены узкоколейные железнодорожные пути на участке Валка-Руена-Пярно. Железная дорога сильно пострадала во время Первой мировой войны. После прохождения государственной границы
Железнодорожная станция Валка стала пограничной станцией. В конце сентября 1920 года в Валку прибыла специальная комиссия железнодорожного управления, которой было поручено провести переговоры и заключить с Эстонией договор о перевозке пассажиров со станции одной страны на станцию другой. Пути между станциями Лугожи, Валка и Валка, которые образовывали треугольник между собой, также имели стратегическое значение для разворота бронепоездов. На сегодняшний день на станции рельсовый велосипед, который по предварительной записи можно заказать и покататься по территории бывшей станции. Уехать вам никуда не получится. Путь от станции Валга до станции Валка использует завод как путь отстоя вагонов. Les grossettes font des câbles et pas de temps le fait de sans l'air en fatok à les grossettes le fan fafa. Au patin l'enquête rêve et posé sur les lèvres et le se lever contre le fan fafa. Ou à peu près qui sont les faibles mais je vais le faire quand je suis